Здравствуйте, друзья! Рад видеть вас на этом видео, на этом канале. О, мне петушки кричат. Сегодня такое яркое солнце. Вчера такой дождь был, ночью ливень. Вообще у меня тут во дворе просто все плавало, все посмывало. Вообще ужас. Так, ближе к делу. В общем, знаете, друзья, мне так безумно захотелось пожарить картошечки. И не просто ее там порезать, пожарить на сковороде, а немножко Что-то сегодня вообще прям разорался. А немножко взять что-нибудь с нее помудрить. И в голову пришел вот этот вот рецептик. Очень простой. Я надеюсь... Да, блин, успокойся ты. Я надеюсь, вам понравится. Вот, и кому понравится, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ну и поехали готовки. Друзья, ну давайте посмотрим, что я выдумал. Картофель. Его натираю через крупную терку. Картошку сейчас посолю, размешаю, выжму лишний сок. Пока у меня картошка пускает сок, у меня есть вот такие 2 луковицы. Может быть, даже еще 3-ю возьму, посмотрим. Просто хочу немножко, знаете, побольше лука использовать. Будет гораздо вкуснее. Да, кашу маслом не испортишь. 3-ю луковицу возьму. Наш лук отправляется в сковороду. Соль, перец по вкусу, по желанию. С луком достаточно, выкладываю. Картофель готов, выжимаю сок. Смотрите, ни яиц, ни муки я сюда добавлять не буду. Все будет максимально просто. Картошку выкладываю в сковороду тонким слоем. На картошку я возвращаю лук. Друзья, смотрите, далее я буду использовать зелень. Хотел использовать петрушку и укроп со своего огорода. Но у меня друг шел в магазин. Вот, и попросил его, он принес мне, смотрите, вот такой вот букет со своего огорода. Это кинза, будет намного вкусней. Но я, знаете, как решил, буду использовать тогда микс. Совсем немножко добавлю петрушки, укропа и побольше кинзы. Будет обалденно. Шинкую зелень. Зелень аккуратно посыпаю поверх лука. Далее у меня есть небольшой кусочек сыра. Он, конечно, был побольше, я не знаю, что-то в холодильник залез, а он, смотрите, какой маленький стал. Наверное, мыши съели. Так, натираю его сверху. Вообще побольше нужно сыра. Да, сыра маловато. И оставшийся картофель сверху. Все, друзья, далее у нас невелика премудрость. Обжарим нашу лепешку с 2 сторон под крышкой на слабом огне. Отлично, друзья, смотрите, вот такая вот красота. Поджаристая. О, гляньте, просто класс. Осталось попробовать. Да, сыра, конечно, мало, плохо. Вот это классно вообще. Нормально. Друзья, просто офигенно. Эксперимент удался. Вот сыра единственное, да, побольше. Ну, у меня мыши съели в холодильнике. Так что, если будете делать побольше сыра, будет вообще обалденно. Так что, друзья, обязательно готовьте, не стесняйтесь. А я буду с вами прощаться до следующего видео. Всем крепкого здоровья. Всех вот так вот обнял. До встречи.